В прошлом видео мы рассказали про первого олимпийского чемпиона по триатлону. Это был Саймон Уитфилд. Ссылку на видео вы увидите здесь, на экране. Сегодня наше видео непосредственно про сами игры. Сидней 2000 года. Первые игры Олимпиады, где был представлен триатлон. Это будет не просто хронология гонки, вы проживете ее. Мы покажем, как готовились фавориты, какова была ставка на старт, как менялась динамика на каждом этапе гонки и что заставило одного из них вырваться вперед в самый критический момент. Триатлон — это спорт, который развивался с 70-х, но до 2000 года долго не был включен в Олимпиаду официально. На сессии МОК в 1994 году триатлон был одобрен на пробной основе, чтобы дебютировать в Сиднее. Это был дебют сразу двух дисциплин — мужской и женской индивидуальной гонки на олимпийской дистанции, включающей в себя 1,5 километра плавания, 40 километров велоэтап и 10 километров бег. Каждая национальная федерация провела свои отборы, опираясь на рейтинг в серии ITU, национальные чемпионаты, результаты Кубков мира и региональных соревнований. Например, для таких стран, как Канада, Германия, Австралия и ряда других европейских стран критерии были достаточно жесткие. Необходимо было показать стабильные результаты на этапах Кубка мира в 99 и 2000-х годах. У некоторых спортсменов был еще последний шанс в сезоне 2000-го показать себя на мировых стартах, чтобы попасть в олимпийскую команду. В общей сложности 100 спортсменов выступали, 52 мужчины и 48 женщин. Женская гонка — 48 участниц из 24 стран, мужская гонка — 52 участника из 27 стран. Саймон Лессинг, Великобритания, многократный чемпион ITU, признанный мастер дистанции. Хэмиш Картер, Новая Зеландия. Сильный гонщик, претендующий на медаль. Также основной интерес вызывали и другие имена. Французский фаворит Оливье Марсо, представители Германии, Австралии, были и кандидаты темные лошадки. Интрига всей Олимпиады была такова, что ни у кого не было абсолютного преимущества. Дистанция триатлона сочетает навыки плавания, езды на велосипеде и бега. И любой этап мог просто перевернуть весь расклад. На рассвете над Сиднейской бухтой туман. Прохладная вода 59 по Фаренгейту, 15 Цельсия. Спортсмены в гидрокостюмах. Последние растяжки, психологическая подготовка. И здесь организаторы не забыли про безопасность. Водолазы с электроимпульсными устройствами патрулировали воды бухты, чтобы успокоить большое беспокойство спортсменов насчет акул. Спортсмены даже шутили, но и волновались. В одном из интервью американский триатлет сказал: если акула нападет на меня, она выберет кого-то другого. Тем самым показывая уровень адреналина у всех участников игр. И вот они, последние секунды перед стартом. Звук гонга, слова дикторов со всего мира, камеры на борту лодок. Спортсмены выходят на старт. Поднимаются на стартовый понтон. Минута до сигнала. Австралия, Сидней. 17 сентября 2000 года в 10 утра по австралийскому времени, когда в Европе еще глубокая ночь. Первые в истории мирового триатлона игры Олимпиады. Впервые в истории Олимпийских игр в официальной программе триатлон. 52 мужчины из 27 стран вышли на стартовый понтон с видом на одну из главных достопримечательностей Сиднея — оперный театр, чтобы навсегда вписать свои имена в историю. Они готовятся бросить вызов стихиям. Никто не знает, кто станет первым олимпийским чемпионом в этом спорте, но напряжение витает в воздухе. Выиграть олимпийское золото, по сути дела, мечта любого спортсмена. Олимпийский чемпион — звание, которое человек пронесет через всю жизнь. Но дело не только в нем. На Олимпиаде люди выходят бороться за честь страны. И ведь не случайно потом взрослые мужики не стесняются плакать стоя на олимпийском пьедестале. 52 триатлета приехали в Сидней с одной целью — выиграть для своей страны первое в истории мирового триатлона олимпийское золото. Каждый понимает, что сделать это будет очень трудно, ведь на стартовой линии мировые лидеры: Саймон Лессинг, Хэмиш Картер, Дмитрий Гарг. Спортсмены, которые выиграли к тому моменту десятки мировых и европейских первенств, чемпионаты и кубки мира. Выходя на старт с такими звездами, перегореть, переволноваться запросто. Что, собственно, и произошло со многими, где волнение и сверхнастрой только мешают. Британцы Саймон Лессинг и Тим Дон — просто гроза того времени любого триатлета с 90-х 2000-х. Чехи Мартин Кернавек и Ян Рихула, австралиец Питер Робертсон, голландец Роб Баррелл, испанец Иван Рана, американец Хантер Кемпер. Читая стартовый лист, можно взяться за голову.
Как с такими можно соревноваться? Так думают все, но не 25-летний канадец Саймон Уитфилд, который должен был проиграть быстро и без мучений. Триатлетам, которые сильнее его, иногда на 2 головы. Олимпиада в Сиднее первая в истории триатлона, но для многих в силу возраста она последняя. И на следующий главный старт 4-летия они просто не попадут. Триатлон – индивидуальный вид спорта. Максимум, чем может помочь партнер по сборной, это лишь на велоэтапе создать небольшой слипстрим, экономя силы на беговой этап. А там только на себя и рассчитывай. До самой финишной черты, ну или ленты, тут уже как повезет. И невозможно измерять груз ответственности, который лежит на каждом спортсмене. Все знают, что можно попытаться уехать в отрыв на велоэтапе, сделав задел на бег. Но ведь и риск, вероятность переработать перед бегом вырастает многократно. Этап плавания 1,5 километра через бухту. Группы спортсменов выходят из воды, и здесь никаких переломов. Грег Уолтон, Хэмиш Картер, Саймон Лессинг первыми вышли из воды. На первой транзитной зоне после плавания лидировал австралиец Грег Уолтон. Вплотную за ним держался Саймон Лессинг из Великобритании. На тот момент он был 4-кратным чемпионом мира и главный фаворит всех до единого аналитика. Картина казалась предсказуемой. Сильнейшие вышли первыми. Время лидера 17 минут 21 секунда перед первой транзиткой. Обратите внимание, что и сейчас, 26 лет спустя, это все равно остается топовым уровнем плавания среди триатлетов. Уолтон был именно таким типом. Мощный пловец и сильный велосипедист, который привык открывать большие отрывы до бегового этапа. В родных австралийских водах перед домашней толпой он был, конечно же, в своей стихии. Канадец Саймон Уитфилд вышел из воды на 30 секунд позади Лессинга и Картера. Никакой сенсации, никаких признаков будущего чемпиона. Просто молодой канадец где-то в середине поля, радующийся, что плавание позади. Он так и сказал в своем послеолимпийском интервью: «Да я просто справился с этим». Скажет он потом так о своем плавании: «Выйдя из воды, я был просто рад, что все позади, и что рядом есть хорошие ребята, с которыми можно вернуться к лидирующей группе на велосипеде». В лидирующей группе в итоге осталось 4 человека. Мощный австралиец Уолтон задавал темп. Примерно в 25-30 секундах висела вторая группа, но разрыв потихоньку сокращался. И примерно к 25-й минуте всей гонки 4 лидеров настигли. Но и здесь все тот же Уолтон не успокаивается. Трасса виляет по улицам, и он с каждого поворота задает темп, пытаясь уехать, прекрасно понимая, что в пелотоне куча атлетов, имеющих более высокий результат в беге. Он находится в голове пелотона почти постоянно. Велоэтап был по кругам, и спортсмены почти не могли видеть, кто и кого преследует, кроме как оборачиваться и смотреть, кто там позади. Уолтон даже в какой-то момент отчаянно уезжает в одиночный отрыв, но ненадолго. Пелотон, состоящий из 20 человек к тому моменту гонки, его быстро съел через 2-3 километра. На 35-й минуте Кемпер и Уолтон вновь отчаянно дергают. К ним пытается присоединиться Картер, но и эту атаку отбили буквально за несколько минут гонки. В одиночку пытались уезжать голландец Деннис Луз, японец Такуми Абара, но тоже ненадолго. На 37-й минуте гонки на трассе 2 сформировавшихся пелотона в 30 секундах друг от друга. На 53-й минуте грек, француз и швед уезжают в отрыв. Через несколько минут к ним присоединяется неугомонный Уолтон, просто радуя местную публику своим австралийским комбезом. Улицы просто ликуют. Основной пелотон к тому моменту настигает преследовавшая группа, и там уже игра в кошки-мышки. Все оглядываются друг на друга с мыслями о беге. Гонка сразу приняла форму. Казалось, все идет по сценарию. К тому моменту канадец Саймон Уитфилд уже в голове пелотона, но он еще не знает, что он будет на высшей ступени пьедестала. И в какой-то момент сценарий сломался. Примерно через час после старта всей гонки Конрад Штольц из ЮАР и Оливье Марсо из Франции ушли в отрыв и возглавили гонку перед 350-тысячной толпой на фоне Сиднейской оперы, одной из самых красивых трасс в истории триатлона. Штольц, мощный велосипедист, лидировал на велоэтапе, пока фавориты за спиной разбирались с тактикой и темпом. И парни, надо сказать, сработались. Перед последним кругом велоэтапа имели уже почти 30 секунд преимущества. Что в этот момент происходило в пелотоне? Лессинг слишком форсировал велоэтап, по его собственному признанию, пытаясь держать темп. Он просто сжег ноги. Это стоило ему всего, в итоге 9-е место. Саймон Уитфилд, канадец, вышедший из воды на 30 секунд позади Лессинга и Картера, работал в группе с Беном Брайтом, Ретто Хугом и Майлзом Стюартом, чтобы вернуться к лидирующей группе. И это удалось сравнительно легко. Но затем авария.
почти выбила его из борьбы, отбросив на 25 место к началу бегового этапа. Этот момент переломный. Когда фавориты вроде Лессинга, Картера и Марсо пытались контролировать темп, Уитфилд был отброшен назад, потерял время. Затем он начинает удивительное возвращение, сокращая отставание. Ко второй транзитке Оливье Марсо и Конрад Штольц имеют преимущество почти в минуту. Марсо вылетает на беговой этап, Штольц за ним, а через 54 секунды все тот же неугомонный любимец местной публики, австралиец Уолтон, влетает в ту же транзитку. За ним большая группа: Майлз, Стюарт, Гак, Саймон, Лессинг и Саймон Уитфилд. Отставание меньше минуты. Отрыв Штольца и Марсо не принес им медали. Штольц финишировал 20-м. Они сожгли гонку впереди и не смогли бежать. На беговой трассе все перевернулось еще раз. Марсо уверенно лидировал. Высоченному Штольцу австралийская набережная не сильно заходила. И видно было, что темп не идет. Пожалуй, самый драматичный дебютный беговой финиш в олимпийской истории триатлона произошел дальше. Штольц и Марсо держались долго, наворачивая круги под шум толпы, но затем их обошел немец Стефан Вукович. Именно он возглавил беговой этап плечом к плечу с казахстанцем Дмитрием Гагом, имеющим на тот момент лучший результат бега в мире в триатлоне и, кстати, действующий чемпион мира на тот момент. Там же был и Саймон Уитфилд, Иван Рана, Кемпер, Ян Рихула, все еще претенденты на медаль. На последний круг, пробегая транзитную зону, первым ушел Марсо. Позади в 18 секундах Вукович. Ян Рихула и Саймон Уитфилд в 21-22 секундах позади. За 2 километра до финиша Вукович уверенно обходит Марсо. Тихий, незаметный до этого момента немец вдруг оказался один и впереди. И гонка за золото, казалось, была решена. Уитфилд в какой-то момент приблизился к немцу и вроде как задал темп. Но Вукович полностью контролировал гонку, сделал разрыв в 20 метров перед догоняющим канадцем. Примерно столько же было между Уитфилдом и Рихулой, идущим на третьей позиции уже к тому моменту. За километр до финиша немец ушел почти на 25 метров вперед. Уитфилд смотрел в спину человеку, который, скорее всего, уже праздновал победу в мыслях. И тут психология решила все. Как на амбразуру вылетает Саймон Уитфилд, показывая сумасшедший спорт. Кстати, Уитфилд еще не раз покажет, как нужно финишировать. Оказавшись с топ-атлетами на финишной прямой, да, там уже будет совсем другой состоявшийся топ-атлет Саймон Уитфилд. А в Сиднее это был парень, защищающий честь флага своей страны и сборной. И он еще долго будет сниться в кошмарных снах мировым лидерам триатлона того времени. И именно так должен выглядеть главный старт мирового триатлона и четырехлетия. И это старт характера. Это как в кино, но весь мир видел это своими глазами. Пройдя путь со старта понтона и до финишной прямой, где уже никого было не остановить. И где, как говорят в спорте, поплыли мировые лидеры триатлона, которые годами ранее не давали своим соперникам ни единого шанса на пьедестал. Да, они были те же, а вот многие триатлеты показали себя другими. Все видели, как переклинило, перемкнуло, или, как говорят, не зашло многим на этом старте. Они не понимали вовсе, что происходит с их организмом, напрочь отказывающимся бежать в нужном темпе, и откуда у остальных берется второе дыхание. В концовке на финишной прямой сомневающихся уже не было. Даже сам Уитфилд поднял победные руки за несколько десятков метров. Вот они, победные олимпийские эмоции. Последние метры и... Браво! Золото первых в истории игр Олимпиады по триатлону у канадца Саймона Уитфилда. Он вырвал у судьбы его первое олимпийское золото. И стоя на пьедестале, этот парень еще не понимал, что его золото не просто первое место, а первое золото игр Олимпиады по триатлону в истории. И словами эти чувства и эмоции точно не передать, но ради этого и стоит бороться. Из этих эмоций и состоит спорт высших достижений. Я видел, что третий догоняет меня, и подумал, бронза тоже неплохо. Потом смотрю, и четвертый близко, и я такой, четвертым быть не хочу. Я рванул от четвертого и вдруг догнал Вуковича и просто прошел мимо. Это слова Саймона Уитфилда после победного финиша. После Олимпиады в Сиднее все разъехались в разные стороны. По своим сборным, своим странам готовятся к следующим играм Олимпиады, которые принесут новых звезд, новых триумфаторов, новых болельщиков и новое поколение триатлетов. Чтобы в 2004 году вновь встретиться на самом главном старте мирового триатлона, игр Олимпиады, на сей раз в Греции, в Афинах.
на родине этих самых Олимпийских колец. Этот старт будет держать в напряжении всю округу оперного театра в Сиднейской гавани и миллионы телезрителей и фанатов триатлона по всему миру. Итоги соревнований: золото Саймон Уитфилд, Канада; серебро Стефан Вукович, Германия; бронза Ян Рихула, Чехия. Победное время 1:48 24 секунды. Отставание Вуковича в 13 секунд, Рихула через 22 секунды финишировал третий. Болельщики в этот момент просто в экстазе. Такой зрелищности и популярности ни один старт мировой серии триатлона просто не видел. Вот где настоящий старт, без права на ошибку. Один неточный шаг, и ты пролетел. Как минимум на 4 года до следующих игр Олимпиады. И это еще если получится отобраться в топ-50 мирового рейтинга. Сидней 2000 года стал не просто испытанием тела и духа. Он стал началом новой эры триатлона на Олимпиаде. Когда Саймон Уитфилд пересек финишную черту, он не просто выиграл гонку, он вписал свое имя в историю. Эти моменты, эти спринты, они навсегда останутся в памяти. Как доказательство того, что в спорте все возможно, особенно на Олимпиаде. Уитфилд, измотанный, но ликующий, не мог поверить в свой успех. В интервью он говорит, что падение на велосипеде стало стимулом. Некоторые фавориты, Лейсин, Картер, жалели, что не смогли удержаться на дистанции. Давление Олимпиады казалось слишком сильным. Толпа аплодировала. Комментаторы говорили о новой звезде триатлона. Саймон Уитфилд вошел в историю как первый олимпийский чемпион в мужском триатлоне. Почему победил именно Уитфилд? Баланс всех трех этапов. Он не был однозначно лучшим ни в плавании, ни на велоэтапе, но его сильный бег позволил убрать конкурентов в финале. Холодная голова, умение держать темп, контролировать усилия, дождаться момента для решающего спринта. Важность психологической устойчивости, падение, давление Олимпиады, ожидание перед стартом. Что мы почерпнули из этого для будущих Олимпиад и мира триатлона? Триатлон, как олимпийский вид спорта, получил большой толчок к развитию, зрелищности и популярности. Все финишеры были с абсолютно разными эмоциями. Радость первых игр, у кого-то зависть, разочарование, полный провал. Появление новых звезд, рост профессионализма, усиление конкуренции со всего мира. Но на финише никто не заметил того, кто был на 4-м месте. И получил, всем известную деревянную медаль. Мало кто знает сейчас этого человека. Это был Дмитрий Гак, уроженец Казахстана, и к тому моменту действующий чемпион мира. Вы только посмотрите, как он схватился за голову на финише, еще абсолютно не понимая, что сейчас произошло. Сколько еще сил в запасе, а гонка уже закончилась. Главное, гонка 4-летия. Наше следующее видео именно про этого человека. Спасибо, что досмотрели до конца. Следите за нашими новостями и новыми выпусками на всех наших аккаунтах в соцсетях. Это был канал On Your Mark Triathlon News. Увидимся на нашем канале.